расскажу. Джоан, доктор медицины, лицензированный в США клинический психолог, научный директор научно-практического центра по оказанию помощи лицам с пограничными расстройствами личности Университета Индианы, Университета Пердью, Индианаполиса. Кроме того, она проработала 25 лет клиническим профессором на кафедре психиатрии и в медицинском университете Индианы. Доктор наук Joan Farrell является руководителем совместно с Arno Arts крупного международного исследования эффективности схема-терапии, проходившего в 14 клинических центрах в 5 странах, а также руководителем рандомизированного клинического исследования по оценке эффективности групповой схемотерапии для пациентов с пограничным личностным расстройством, получившего грант Национального института психологического здоровья Соединенных Штатов Америки. Доктор Фаррелл является руководителем и координатором образовательных программ и сертификации Международной ассоциации схемотерапии, является автором в соавторстве 3 книг «Групповая схемотерапия для пациентов с расстройствами личности», «Пошаговое руководство с рабочей тетрадью для пациентов», «Клиническое руководство по схемотерапии», полный пакет для создания и проведения индивидуальной и групповой схемотерапии, и «Проживание схемотерапии изнутри наружу. Рабочая тетрадь для терапевтов, для саморефлексии и самопрактики». И я с вашей благодарностью приветствую Джоан в наших стенах. Благодарю ее за то, что она согласилась сделать такую большую публичную лекцию для наших психологов, психиатров, для людей, которые интересуются психотерапией, для наших студентов. В данном случае лекцию Joan Farrell в том числе представляет наш университет, Московский государственный медико-стоматологический университет, факультет клинической психологии. И я выражаю благодарность как декан факультета клинической психологии за то, что Джоан будет читать эту лекцию. И также спасибо вам за ваш интерес к новому, к интересному и за ваше стремление к развитию. Спасибо. Добрый день. And спасибо, Dr. Sirota, for such a lovely introduction. Спасибо доктору Сироту за представление такое замечательное. And of course, Dr. Yeltansky and Dr. Yeltanskaya and Gagel. Спасибо доктору Елтонскому, Елтонской и доктору Гегель за организацию данного мероприятия. So I'm going to talk to you about schema-terapy. Сегодня я немножко расскажу вам о том, что такое схемотерапия. Schema-therapy was developed initially to fill the gap that CBT left in treating patients with personality disorders. Изначально схемотерапия была разработана для того, чтобы заполнить пробел в том, с чем КБТ, когнитивно-поведенческая терапия, не справлялась, а именно в лечении пациентов с расстройствами личности. And Dr. Jeffrey Young was working with Dr. Beck at the time on the depression studies and noticed that about 40% of the patients either didn't respond or relapsed within 6 months of treatment. В то время доктор Янг работал вместе с Аароном Беком над исследованиями терапии депрессии. Они обратили внимание, что примерно 40% пациентов либо не отвечали на когнитивно-поведенческую терапию, либо у них происходил рецидив в течение первых 6 месяцев. And in trying to understand why this was,
he discovered that these non-responders had personality disorders or personality disorder features. И он пытался понять, чем же отличаются эти 40% non-респондеров от всех остальных, и он обратил внимание, что в основном это люди с расстройствами личности, либо люди с чертами тех или иных личностных расстройств. So some of the challenges that people noted were that cognitions and behaviors are more rigid in personality disorder, the gap between cognitive and emotional change is much greater, and interpersonal relationships are more central to their problems. Ну и некоторые особенности были обнаружены, которые перечислены на слайде. Мышление и поведение у этих людей гораздо более ригидные, гораздо больше разрыв между когнитивными и эмоциональными изменениями, и для этих людей проблемы в межличностной сфере занимают гораздо большую роль. And the patients didn't do homework, which we know is one of the best predictors of good outcome in cognitive therapy. И эти пациенты никогда почти не делали домашние задания, а мы знаем из исследований, что в КБТ именно выполнение домашних заданий является главным предиктором эффективности. So, to look at the question of what is schema-therapy, it's considered a third wave cognitive therapy, and it combines cognitive, behavioral, experiential, attachment, and developmental approaches. I'm starting to skip parts. Итак, отвечая на вопрос все-таки, что же такое схема-терапия. Схема-терапия относится к третьей волне когнитивно-поведенческой терапии. Это комплексная терапия, которая интегрирует в себе теорию и практику. И в основе модели лежат когнитивные, поведенческие, экспериенциальные подходы, теория привязанности и психология развития. And although it has some overlap with other approaches, it doesn't have total overlap with any. И хотя, когда вы будете знакомиться со схемотерапией, вы можете увидеть черты каких-то других направлений психотерапии, но все-таки пересечения неполные, и схемотерапия – это независимый подход. In comparing schema-therapy to cognitive behavioral therapy, there's a shift in emphasis from automatic thoughts and discrete behaviors to the deeply rooted life patterns and early, highly charged emotional schemas of patients. И если обратить внимание на различие между КБТ и схемотерапией, то в схемотерапии фокус двигается от негативных автоматических мыслей и неких дисфункциональных поведенческих паттернов к глубинным эмоциональным и когнитивным схемам и дисфункциональным паттернам, которые прослеживаются в течение всей жизни у пациентов. And the therapy relationship, rather than being viewed as kind of the delivery mechanism for skills, is considered a primary part of the treatment. И в схемотерапии терапевтические отношения рассматриваются не просто как необходимое звено для того, чтобы доставлять информацию и знания. Терапевтические отношения в данном методе являются терапевтическим инструментом, который влияет на изменения. And the therapy relationship, which is called limited reparenting, will repair early relationship representations or provide safe attachment. И в схемотерапии терапевтические отношения называются ограниченным родительством, и задача этого ограниченного родительства заключается в том, чтобы восстановить те пробелы, которые возникали в привязанности у ребенка с его родителями в его детстве, как правило, в котором было достаточно много психотравматических событий. And Jeffrey Young's first book was published in 1990. At about the same time, we were struggling with how to treat patients with borderline personality disorders. Джеффри Янг опубликовал свою первую книгу в 1990 году, и примерно в это же время Джоан Фаррелл и ее коллега Айдашоу пытались тоже разобраться, как же оказывать помощь пациентам с пограничным расстройством личности. Because in the mid-1980s, the question was whether borderline patients could even be treated with psychotherapy or medications. Потому что в 80-х годах было обсуждение вообще, насколько в принципе мы можем помогать пациентам с пограничным расстройством личности с помощью психотерапии или с помощью медикаментов.
So we thought, because they weren't fitting into the therapies we had this idea that maybe we should design the therapy to fit them. И поскольку ни один из существующих на то время методов психотерапии не подходил для этих пациентов, мы подумали, что нам нужно разработать метод, который будет подходить им. And we didn't know at the time that Jeff Young was working with the same idea. И мы на тот момент не знали, что в это же время Джеффри Янг работал над этой же идеей. What we noticed is that this group of patients was so highly distressed, they couldn't stay in a therapy session for 45 or 60 minutes. То, что мы видели в тот момент, что уровень дистресса у этих пациентов настолько большой, что они не могли даже оставаться на сессии в течение 45 минут, для них это было трудно. So seeing this as an emotional regulation deficit, we tried to teach them skills to regulate emotion. И мы видели в этом недостаток навыков эмоциональной регуляции, и то, что мы делали, это мы обучали их навыкам эмоциональной регуляции, чтобы заполнить существующий дефицит. Then we discovered that they had a global level of emotional awareness, and they didn't notice pre-crisis distress. They only noticed distress when they were ready to jump off a bridge or take an overdose. Потом мы заметили, что у этих пациентов уровень вообще осознания своих эмоций очень глобальный, у них отсутствует тонкая нюансировка эмоций, и также мы обратили внимание на то, что они не замечают признаки возрастающего стресса, то есть они замечают стресс, когда уже находятся на самом пике. So we worked on a way to help improve their level of emotional awareness, and published our first article in 1994 in the first issue of Cognitive and Behavioral Practice. И мы стали разрабатывать методы, направленные на повышение уровня эмоциональной осознанности у этой группы пациентов, и в 1994 году мы опубликовали первую статью по этой проблеме в журнале «Когнитивная и поведенческая психотерапия». So we thought, surely now we have something that will work for these patients. И на тот момент у нас возникло понимание, что кое-что для этих пациентов у нас начало появляться. But they still didn't use what we taught them. Но они все равно не использовали те навыки, которые мы им давали. So we asked them why, and they basically told us, because we're bad and we deserve punishment. И мы, собственно говоря, решили спросить их, а почему они не используют то, чему мы их учим. И они нам, собственно говоря, ответили, сказали, потому что мы плохие, мы заслуживаем наказания. So we thought, okay, schemas. И мы подумали, вот, схемы. Now these are more difficult to change. Изменить когнитивные схемы гораздо труднее. I'm going to do this one kind of quickly. So we ended up founding a center for borderline treatment at the IU School of Medicine, and we ran our first randomized controlled trial looking at group schema-therapy for outpatients with borderline personality. Ну и на тот момент мы стали работать в Центре терапии и исследований для пациентов с пограничным расстройством личности. И в тот момент прошло наше первое исследование эффективности групповой схемотерапии для данной группы пациентов. And I am going to review some of the research studies later on in the talk. И чуть-чуть позже я вам покажу кое-какие исследования, которые есть по данной теме. But in terms of highlights, we went on to have an inpatient borderline program and an outpatient program in community mental health that has 150 borderline patients. И самое главное, что стоит сказать, что у нас была программа стационарная для пациентов с пограничными расстройствами личности и амбулаторная. И вместе обе программы насчитывали 150 пациентов с пограничным расстройством личности, которые одновременно находились в работе. And we're now completing a 10-year group schema-therapy outcome study that has 448 patients and 6 countries. И сейчас мы завершаем исследование эффективности групповой схемотерапии, которая длилась 10 лет, и в нем приняли участие 459 пациентов с пограничным расстройством личности из 6 стран. So our focus was on group, and Jeffrey Young's focus was on individual schema-therapy. То есть наш фокус был на групповой схемотерапии, а фокус Джеффри Янга был на индивидуальной схемотерапии.
But group schema-therapy is theoretically consistent with individual schema-therapy. Но модель теоретическая модель групповой и индивидуальной схемотерапии едина, они соотносятся друг с другом. And we went on to write 2 books about group schema therapy and combining group and individual, and a DVD set of us doing group schema therapy. И мы написали 2 книги по групповой схемотерапии, и есть у нас диск, в котором мы показываем, как, собственно говоря, проводить групповую схемотерапию. Probably the breakthrough of group schema therapy is that we have 2 therapists so that there's enough attachment, safety, and limited reparenting possible. В групповой схемотерапии, как правило, принимают участие 2 терапевта, и это позволяет, собственно говоря, поддерживать безопасность и формировать контакт достаточно глубокий с каждым из участников группы. And unlike CBT and DBT, we focus on activating the curative factors of groups. И когда мы работаем в группе, в методе схемотерапии, в отличие от КБТ и DBT, мы стараемся активно использовать групповые процессы в качестве терапевтических лечебных процессов. And we broaden the limited reparenting to provide family effects. И в контексте групповой терапии мы расширили понятие ограниченного родительства в понятие воссоздания семьи. То есть группа, она становится такой ограниченной семьей для пациентов. And particularly for borderline patients, it seems like the group format catalyzes the active ingredients of schema-therapy. И пока выглядит так, что для именно пациентов с пограничным расстройством личности именно факторы групповых процессов являются некими катализаторами, и в этом случае схемотерапия начинает работать даже эффективнее, чем в индивидуальном формате. Because our studies are showing that the treatment effect sizes for group may be twice as large as those for individuals. Потому что на сегодняшний день исследования американские и голландские показывают, что эффект size, то есть величина эффекта для схемотерапии групповой практически в 2 раза выше, чем для индивидуальной. And individual schema-therapy is demonstrating greater effectiveness than many other treatments for borderline personality disorder. А схемотерапия индивидуальная, в свою очередь, показывает значительно более высокие результаты эффективности для пациентов с пограничным расстройством личности, чем многие другие виды терапии. I'm just going to give you highlights of the schema-therapy model and then talk about a patient example. Сейчас я немножко расскажу основные вещи теоретической модели схемотерапии, и потом я приведу клинический пример пациентки и как схемотерапия работает в применении ее случая. Because I usually have a lot of slides and I forget that it takes more Russian words to manage English words. У меня обычно много слайдов, и я забываю, что во время русского перевода в русском языке больше слов, и не всегда хватает времени для того, чтобы сказать все, что мне хотелось. Although Sasha's doing a great job. Но она довольно терпелива. I jumped on to the next one. So schema-therapy's idea of the etiology of personality disorders is in the childhood environment, being either unsafe, emotionally depriving, harshly punitive, or invalidating. Схемотерапия рассматривает этиологию расстройств личности таким образом. То есть считается, что в детстве у людей с личностными расстройствами была неудовлетворенность важных эмоциональных потребностей, а именно они сталкивались с опасностью какой-либо эмоциональной депривацией, жесткими наказаниями или инвалидацией их эмоций. And that this combined with biological factors like temperament, and in borderline patients that's a more high emotional intensity and lability. И в сочетании с некоторыми биологическими факторами, например, такими как темперамент или эмоциональная лобильность,
combine to produce this disorder. Факторы окружающей среды и биологические, собственно говоря, являются ингредиентами, в результате которых формируется расстройство личности. So a way to look at this is that the core childhood needs great, that aren't met in the childhood environment, combined with temperament, produce these early maladaptive schemas. То есть неудовлетворенные базовые детские потребности в сочетании с определенным темпераментом приводят к тому, что формируются дисфункциональные когнитивные схемы. And that these schemas may be dormant and are similar to personality traits. И эти схемы, они могут быть спящими, как бы просто напоминать некие черты характера. But when they're activated, schema modes are triggered. Но когда эти схемы активизируются, то запускаются так называемые режимы. И здесь вот вы видите название режимов. And there are three types of modes, the innate child modes. Выделяют три разных типа режимов схемотерапии. Режимы детский, уязвимый, злой, импульсивный, непослушный ребенок. Maladaptive coping modes. Дезадаптивные копинговые режимы. And dysfunctional critic modes. И дисфункциональные родительские режимы, или сейчас это называют дисфункциональные критикующие режимы. And particularly in borderline personality, these can flip, creating psychological problems. И особенно у пациентов с ПРЛ, хотя в случае других личностных расстройств происходит то же самое, эти режимы очень быстро переключаются и сменяют друг друга, формируя психологические проблемы. So just a few definitions of these main terms. Несколько определений основных терминов. Early maladaptive schemas are a pervasive theme or pattern that includes memories, bodily sensations, emotions, and cognitions about oneself and relationships. То есть здесь вы видите определение ранних дисфункциональных схем. Это, как правило, все проникающие темы, паттерны, воспоминания, телесные ощущения, эмоции, мышления в отношении себя, окружающих людей, окружающего мира, как правило, развиваются в детском возрасте и совершенствуются на протяжении всей жизни. В значительной степени они дисфункциональны. То есть, как вы видите здесь, что понятие схемы это шире, схемотерапия чуть шире, чем КБТ, и подразумевает в себе не только когнитивные установки, но и вот все вещи, которые только что были перечислены. And these are developed through childhood and adolescence and elaborated through the lifetime, and they're dysfunctional to a significant degree. And this is a broader definition than the CBT definition of schema, which focuses more on the cognitive or core belief part of schemas. And there are 18 early maladaptive schemas that fall into these four categories: disconnection and rejection, impaired limits, impaired autonomy and performance, and exaggerated expectations. Ну и на сегодняшний день выделяют 18 ранних дезадаптивных схем, которые разделены на 4 категории: нарушение привязанности и отвержения, высокие ожидания, нарушенные границы и нарушенная автономия. Ну и название схем вы можете увидеть на слайде. And as I said, they're trait-like and they are always present but may be dormant. И схемы, как я уже сказала, могут быть очень выражены, либо могут находиться в спящем состоянии. So when core emotional needs aren't adequately met, then these specific maladaptive schemas, coping styles, and modes develop. И когда базовые потребности не удовлетворяются, неадаптивные копинги и режимы формируются. And this contributes to the patient's difficulty in forming secure attachment and healthy relationships, affects their self-esteem and emotional stability, and produces axis 1 and axis 2 disorders. Ну, собственно говоря, почему все это важно? Потому что для жизни человека это оказывает большую роль. У человека нарушается способность формировать безопасную привязанность и здоровые отношения, очень страдает самооценка и его эмоциональная стабильность. Часто на этом фоне развиваются расстройства по оси 1 и оси 2, и когнитивные процессы искажаются в ситуациях, которые похожи на ситуации неудовлетворенных потребностей, с которыми пациент сталкивался в детстве.
Этот слайд пропустим. And again, this is just showing the schemas are dormant until activated, and in personality disorder patients, there's quite a bit of activation. Ну, у всех у нас схемы дремлют, пока не будут активированы, а у пациентов с расстройствами личности схемы находятся в постоянной активности. And then when schemas are activated, modes are triggered. И когда схема активизируется, то дальше человек попадает в какой-то режим, в какое-то состояние. And modes refer to the current state of a person and affect perception, interpretation, mood, and behavior. И, собственно говоря, что такое режим? Это восприятие, интерпретация, настроение, поведение, которые, ну, собственно говоря, с которых находится человек в данный момент. And the modes that are painful emotion, the child modes, difficult thoughts, the critic modes are somewhat unbearable and are thought to trigger a fight, flight, or freeze response, the coping mode. И когда активизируется режим уязвимого ребенка, за ним включаются дисфункциональные копинговые режимы, и дальше они делятся на 3 категории. Это либо бей, беги, замри, да, то есть, ну и мы чуть позже о них подробнее поговорим, но это основные типы. Schema modes are a concept that Jeff Young invented, and I think it's one of the biggest contributions to understanding personality disorder. И понятие режима было введено Джеффри Янгом, и на сегодняшний день, наверное, это самый большой вклад в понимание расстройств личности именно благодаря введению концепции режимов. So the definition is the specific emotions, cognitions, and behaviors that are currently activated. И здесь вы видите определение режимов, это специфические эмоции, мысли, поведения, которые запускаются в текущий момент. And all of us have modes and experience some modes. Все мы бываем в режимах, и у каждого у нас есть опыт пребывания в различных режимах. But with our patients, it's a more extreme version or a more frequent version. А у наших пациентов, как правило, эти режимы переживаются гораздо чаще, и по силе интенсивности они гораздо более экстремальные. So again, Young developed this to explain the behavior of clinical personality disorders, and you can see a range of higher functioning people who are aware of the modes that they're in, to lower functioning patients where the mode takes over and is more maladaptive and rigid. Ну и, собственно говоря, понятие режимов позволяет нам понять то или иное поведение пациентов с расстройствами личности. И здесь вы видите спектр. У людей с более высоким уровнем функционирования, да, существуют режимы, но мы обычно их все время осознаем, и иногда они являются малоадаптивными. У людей с менее высоким уровнем функциональности режимы как бы берут контроль над мыслями, эмоциями, поведением этих людей. И, как правило, эти состояния очень малоадаптивны и ригидны. And there are 4 types of modes: the child modes that are innate responses to unmet needs. Ну и еще раз повторим, да, что выделяют 4 типа режимов. Режимы ребенка, и при активации этих режимов естественный ответ на неудовлетворенные потребности. В основном в этих режимах человек очень сильно чувствует какие-то эмоции. And the dysfunctional critic modes that Jeff Young called the parent modes, but we say critic because this is the internalized negative from any early caregivers, teachers, coaches, a lot of different people, not necessarily parents. Режимы дисфункционального критика, Джеффри Янг называл их родительскими режимами, но мы их называем критиком, потому что это интернализированные послания, которые могут исходить не только от родителей, но от любых людей, с которыми ребенок сталкивался в детстве, бабушки, дедушки, учителя, я не знаю, сверстники, кто угодно. And these are primarily in the form of thoughts, like our patients who said,
they're bad and they deserve punishment. И, как правило, когда люди находятся в этом состоянии, у них очень активные мысли, как, например, у тех пациентов, которые нам сказали, что мы плохие, мы заслуживаем наказания. Then there are the maladaptive coping modes, and these are overused survival responses to trauma or unmet core needs. And again, they're meant to be emergency responses, but our clients are using them on a daily basis. И когда мы говорим о копинговых режимах, мы, как правило, говорим те копинги, которые позволяли нашим пациентам выживать, как правило, в ситуациях психической травматизации, но они закрепились и проявляют себя регулярно в обычной жизни, и в результате этого являются источником проблем для пациентов или не способствуют тому, чтобы их потребности в обычной жизни были удовлетворены. Then there are the healthy modes, and these are underdeveloped in people with personality disorders. Ну и, конечно, есть здоровые режимы, и они, как правило, недоразвиты у людей с расстройствами личности. Then I won't go over all these types, but just to give you an idea, there are a number of different types of the vulnerable child, of the angry child, the impulsive, and the happy child. Я не буду сейчас подробно рассказывать о всех типах, которые выделяют, но здесь вы видите, что выделяют много типов детских режимов. And the same with the maladaptive coping modes. There are three main styles: surrender, which is acting like the schema is true, avoidance, and overcompensation. Ну, та же самая ситуация с копинговыми режимами, их тоже выделяют достаточно много. И три основные группы – это капитуляция перед схемой, это избегание или сверхкомпенсация. And I'll illustrate these with the case that I'll talk about. И в клиническом случае я проиллюстрирую это примерами. With the critic modes, there are two variants: the demanding critic and the punitive critic. Выделяют два основных типа критикующих режимов. Это требовательный режим и наказывающий режим. The demanding critic always wants more. You could do better, you could do more, you could study harder, etc. And the punitive is more, you're bad, you're worthless, you're hopeless. Требовательный режим все время требует от вас больше и больше, вы можете лучше учиться, большего достигать, а карающий, наказывающий режим все время критикует и говорит, что ты ничтожество, у тебя ничего не получается, вообще ты ужасный человек, например. So to look at the kind of mode profile of borderline patients, если мы посмотрим на, скажем так, профиль типичных режимов у пациентов с пограничным расстройством личности, there's a vulnerable child that may feel abandoned or abused. У этих пациентов очень большой и выраженный режим уязвимого ребенка, который чувствует себя либо покинутым, либо пережившим насилие. An angry and impulsive child. И также режим злого, разгневанного или импульсивного ребенка. And the coping modes that are typical are the detached protector or the detached self-soother that are both avoidant style, and then an overcompensating style also at times. И очень типичными для пациентов с ПРЛ являются копинговые режимы отстраненный защитник или отстраненный самоутешитель. Это те состояния, когда пациенты ничего не чувствуют, либо используют какие-либо вещества или средства для того, чтобы отрезать себя от чувств. And a punitive critic, again that sentence, I'm bad and I deserve punishment, is an example. И очень мощный наказывающий, карающий режим у этих пациентов, которые все время говорит им, что они плохие. One of the reasons that Jeff Young moved to the idea of modes is if you give the Young schema questionnaire to borderline patients, they tend to have all of them. И еще одна причина, почему Джеффри Янг перешел от идеи схем к идее режима в отношении пациентов с пограничным расстройством личности, потому что если вы дадите этим пациентам опросник по выявлению дисфункциональных когнитивных схем, то все 18 схем у них будут выражены. So for the patient, it feels rather hopeless, and for the therapist too, it's a question of where in the world do I start? И когда и терапевт, и пациент смотрят на эти результаты, они начинают чувствовать вообще какую-то беспомощность и бесперспективность, вообще где начинать, если все так плохо.
So in patients, these schemas can be activated by internal experiences or external experiences. Схемы могут активироваться какими-то внешними событиями или какими-то внутренними событиями. The child modes are frequently triggered. The coping modes then block the painful emotions of the child modes. Как правило, в первую очередь активизируются детские режимы, и затем копинговые эмоции отрезают человека от его выраженных эмоций. And then the dysfunctional critic modes often follow the coping modes. За этим часто следуют критикующие режимы. And mode flipping that occurs results in instability, even the instability and sense of self we see with PPD. И постоянное переключение этих режимов способствует такому состоянию, как эмоциональная нестабильность и даже нестабильность осознания собственного «я», которая очень характерна для пациентов с пограничным расстройством личности. So we were focused on borderline patients initially, and Jeff Young also focused a lot of attention to borderline patients, again because it's such a challenging disorder. И мы в своей работе, и Джеффри Янг в своей работе изначально фокусировались на пациентах с пограничным расстройством личности, именно потому что это такое сложное расстройство. And of course, Schema-Terapy is helpful even for much healthier people and much easier than with borderline patients. Но по чести сказать, что в процессе практического применения мы заметили, что схема-терапия оказывается полезна не только для такой тяжелой группы пациентов, но и для более здоровых людей. Схема-терапия может быть очень полезна. And one of the defining aspects of modes is that they're reactions that are too big for the current situation. Ну и если так по-простому объяснить вам, что такое режимы, чтобы вы запомнили, если ваша реакция существенно больше, чем раздражитель, то, скорее всего, вы попали в какой-то режим, и значит, он сработал. And part of that is because it's not just a reaction to the present, it's also a reaction that comes from developmental origins. Ну и, собственно говоря, сейчас вы уже понимаете, что это происходит потому, что вы реагируете не только на ситуацию, а ситуация, активизируя схему, отсылает вас к вашему раннему детскому опыту болезненному, и, собственно говоря, из-за этого возникает такая сверхсильная реакция. And the modes well describe the various DSM criteria for borderline personality disorder. Ну и если вы посмотрите на критерии DSM, которые типичны для пациентов с пограничным расстройством личности, то можно увидеть аналогию и найти соответствие между режимами и, собственно говоря, теми симптомами, которые необходимы для постановки диагноза пограничное расстройство личности. Yes, I didn't list it, but yeah. Okay, good. Okay. Here we have one of my favorite slides. Сейчас будет мой любимый слайд. It looks at how the mode model accounts for the clinical presentation of borderline symptoms. Sure. It accounts for the clinical presentation of patients with borderline personality. На этом слайде, собственно говоря, такой клинический пример того, что происходит с пациентом с ПРЭ. And I also use this slide with patients because it explains their behavior to them. Я использую и показываю этот слайд пациентам, потому что благодаря пониманию его они начинают лучше понимать свое собственное поведение. So you have some child behavior that occurs, followed by the punitive or demanding critic mode. Активизируется наказывающий требовательный режим и запускает детские реакции, очень выраженные негативные эмоции. Then to not feel destroyed by the critic, a coping mode occurs. Для того, чтобы не чувствовать себя разрушенным действием вот этого критика, подключаются какие-либо копинговые режимы. And the kind of color-coded the borderline symptoms to the mode that explains them.
Ну и здесь, собственно говоря, перечислены определенные симптомы, которые в эти моменты происходят. Они чувствуют чувство отвержения, выраженный страх, выраженную злость, сложности контролировать свое поведение, импульсивное поведение, чувство опустошенности. And as you can see with the box that has purple, orange, and gray, self-injury and suicidality are more multiply determined. И то, что вы видите вот в этом квадратике, это самоповреждение и различного рода суицидальное поведение, которое связано с самыми разными режимами. And then a lot of it flips. И дальше происходит примерно вот такая вот штука. Which then accounts for their emotional reactivity, unstable self, unstable relationships, and even the transient psychotic symptoms that we see in severe PPD. То есть, когда режимы начинают очень быстро переключаться, возникают такие вещи, как эмоциональная неустойчивость, нестабильность нестабильность в отношениях, и даже периодически возникают транзиторные психотические эпизоды. And when patients see this, they'll say, "That's me." И часто, когда пациенты видят этот слайд, они говорят: "О, это про меня." You understand? Ты все понимаешь. And with schema-therapy, rather than having to deal with all those symptoms and having the patient feel very pathological, the mode model gives you foci to follow in treatment and explains, again, their symptoms to the patient. И именно модель режимов позволяет нам работать с этими пациентами и объяснять им самим их симптомы. So, to just briefly describe the stages of schema-therapy treatment. Если коротко описать те стадии, по которым происходит лечение в схемотерапии. Initially, the focus is on bonding with the patient and emotional regulation through the attachment to the therapist. Первый этап – это установление контакта, сближение и обучение эмоциональной регуляции через формирование хорошего доверительного контакта. The second stage is schema mode change, where we try to get through the coping mode, combat the critic mode, rechannel the angry and impulsive child, and provide corrective emotional experiences for the vulnerable child. На втором этапе мы, собственно говоря, работаем с режимами, а именно мы пытаемся продираться через дисфункциональные копинговые режимы, сражаемся с наказывающими, требующими, критикующими режимами, каким-то образом в более конструктивное русло перенаправляем злого и импульсивного ребенка, и также с помощью так называемых экспериментальных техник и коррегирующего эмоционального опыта мы стараемся исцелить уязвимого ребенка. And the final stage is autonomy. И на третьем этапе мы потихоньку развиваем автономию у наших пациентов для того, чтобы они могли функционировать независимо от нас. And for a borderline patient, that may occur over 1 to 3 years. И у пациентов с пограничным расстройством личности это может занимать от 1 до 3 лет. So the broad goal of schema-therapy is to help patients get their core needs met in an adaptive manner by changing maladaptive schemas, coping styles, and modes. Ну и в конце концов главная задача, которую мы ставим перед собой в схемотерапии, это научить пациентов удовлетворять свои базовые эмоциональные потребности каким-либо адаптивным способом. So, just some highlights of some of the main schema-therapy interventions. The therapy relationship with limited reparenting and empathic confrontation is one of the active ingredients. Несколько слов о техниках. Да? Сейчас основными техниками являются терапевтические отношения, и здесь наиболее важными являются понятия ограниченное родительство, о котором я говорила чуть раньше, и такое понятие, как эмпатическая конфронтация. So in summary, when we're on the spot trying to think of how to respond early in treatment,
we ask the question, what would a good parent do? И если в двух словах рассказать вам, что такое ограниченное родительство, то это будет выглядеть примерно так. Если мы думаем, как ответить пациенту и как наиболее оптимальным способом отреагировать на то, что происходит, мы задаем себе внутри вопрос, как бы повел себя хороший родитель. И это является нашим руководством к действию. And that's when a patient is in a child mode. One of the perplexing things about patients who are borderline is that on one hand they may be quite accomplished professionals, but then in certain situations they feel like a helpless little child. Ну и так мы особенно ведем себя, когда наши пациенты находятся в детских режимах. И в отношении пациентов с ПРЛ мы знаем, что это могут быть очень успешные люди, они могут иметь очень высокие достижения, но при этом это не мешает им в какие-то периоды жизни находиться в таком состоянии, как будто бы они маленькие дети. So we want to match our response to the need of the mode they're in. И мы стараемся скоординировать наш ответ в соответствии с теми потребностями, которые есть у человека, который находится в данный момент в данном режиме. And we include cognitive interventions, mode awareness diaries, identify cognitive distortions, pro and con lists, reattribution, etc. Any cognitive intervention can be used in schema-therapy. Также в схемотерапии активно используются когнитивные интервенции. Те, кто занимается КБТ, они знакомы. Это дневники и оценка когнитивных искажений, листы за и против и так далее. The emotion-focused interventions, one of the major ones is imagery rescripting, but also dialogues, management plans, labeling and awareness of their emotional state, transitional objects. Особенностью схемотерапии являются интервенции, основанные на эмоциях, так называемые эксперенциальные интервенции. И здесь мы используем работу с воображением. Также используется такая техника, которая называется рескриптинг воображения, и такие техники, как управление режимами, осознание режимов и так далее. And behavioral pattern breaking is also a component where we have therapy assignments, behavioral experiments, assertiveness training, flashcards, etc. И также мы используем поведенческие техники, направленные на изменение тех или иных дисфункциональных поведенческих паттернов. И здесь, собственно говоря, используются такие известные в когнитивной терапии вещи, как поведенческие эксперименты, определенные задания, тренинг навыков, в том числе ассертивности и так далее. So the goals of all the schema-therapy interventions are, again, to get through the coping mode so that we can reach the patient's vulnerable child mode to provide corrective emotional experiences. Ну, то есть самой главной задачей является достучаться до уязвимого ребенка и обеспечить эмоционально коррегирующий опыт, который, ну, собственно говоря, является целебным для человека. We want to diminish the punitive and demanding critic's power. Мы хотим ослабить режим наказывающего и требовательного родителя, чтобы они меньше влияния оказывали на жизнь человека. И также мы учим более эффективно справляться со своим гневом и агрессией, импульсивностью и с режимами злого импульсивного ребенка и развиваем режим здорового взрослого и счастливого ребенка. So to look at this in a visual model, the basic mode interventions, with the coping modes we want to replace them with healthier choices. With the critic mode, we want to combat it and try to get it out of the patient's system. And with the angry, impulsive child, empathic confrontation and developing functional ways to be assertive and get needs met. Ну, если это показать визуально, то в отношении копинговых режимов мы хотим, чтобы пациенты научились делать более здоровый выбор и делать более конструктивные шаги в сложных ситуациях.
в отношении наказывающих родительских режимов. Мы хотим научить пациента бороться с этими режимами. В отношении режимов злобно-импульсивного ребенка мы стараемся с ними эмпатически конфронтировать и научить их более здоровым способом удовлетворения потребностей. И в отношении режима уязвимого ребенка мы стараемся обеспечить защиту, удовлетворение потребностей и проработать психическую травму. And with the vulnerable child, we want to provide safety, meet unmet attachment needs, and process traumas. И в отношении здорового взрослого, собственно говоря, мы обучаем, моделируем, подкрепляем конструктивное поведение и поведение в том числе в отношении и так далее. So to go back to this etiological model in schema-therapy, the way schema-therapy helps people heal and change, we're meeting core childhood needs and limited reparenting. Imagery rescripting is used to change the meaning of traumatic and painful childhood experiences. Если мы вернемся к той модели, которую я показывала раньше, то есть мы удовлетворяем базовые детские потребности, и очень часто мы это делаем с помощью такой техники, которая называется рескриптинг, то есть мы переписываем травматический опыт воображения, и благодаря этой технике у человека меняются значения, смысл и те выводы, которые он вынес из этой ситуации. So we want the client to become aware of schema activation and mode triggering and be able to make a choice. We want to replace the unhealthy coping modes with the healthy adult. И когда человек начинает лучше осознавать свои схемы и свои режимы, он начинает их лучше замечать, и он начинает быть способным делать выбор в сторону более здоровых реакций. And something that's a bit different for schema therapy, our concern is not only diminished symptoms, but also improved quality of life. И очень важной задачей для схемотерапии является не только снизить интенсивность симптомов, но и повысить качество жизни у пациента. The case example. Ну и теперь, наверное, будет интересно, если мы проиллюстрируем вышесказанное с помощью примера. And this patient that I'm calling Julie is a combination of a number of different borderline patients for confidentiality. И эта пациентка, которую я называю Джули, это на самом деле сочетанный образ разных пациентов с ПРЛ, которые мы наблюдали, но это сделано для конфиденциальности. So her history is that she was the adopted twin with a history of physical and emotional abuse and emotional deprivation. Ее история такова: она была приемным ребенком и одним из близнецов, которые были усыновлены. Она подвергалась физическому, эмоциональному абьюзу и эмоциональной депривации. And she first saw us in our inpatient program when she was 21 because of depression, self-injury, emotional reactivity, and a suicide attempt after an acquaintance rape. И она обратилась к нам, когда ей был 21 год, а пришла она в связи с депрессией, самоповреждающим поведением, эмоциональной дисрегуляцией и после суицидальной попытки, которая последовала за изнасилованием. She had multiple suicide attempts by overdose, including times when she was responsible for her child. Did I say the married at 25 part? No. Okay. She married at 25, had a baby at 26, and at 29 years of age, she consulted us again after multiple suicide attempts. Она вышла замуж в 25 лет, родила ребенка в 26 и обратилась снова, когда ей было 29. К этому времени у нее уже было несколько суицидальных попыток путем передозировки, и в том числе во время того, когда она оставалась одна с ребенком, и также она жаловалась на то, что она испытывает неконтролируемую ярость, угрожает мужу разводом и тем, что заберет ребенка. Except last one. Oh, okay. She was afraid her husband would divorce her, she'd lose her life. So she was calling me almost every day, wanting to get back into the hospital.
В то же время она очень боялась, что муж разведется с ней, заберет ребенка, и она потеряет свою жизнь. Фактически она звонила Джоан каждый день, находясь в стрессе. She'd had a number of previous therapy attempts in cognitive therapy. Her schemas hadn't changed, but she reported that she knew in her head she wasn't supposed to feel like she was bad, but she still felt strongly that she was bad, and she felt like a failure because cognitive therapy didn't work. До этого она проходила несколько видов терапии, когнитивная терапия, которая не сработала в отношении изменения ключевых когнитивных схем, но при этом она говорила, что она понимает, что она не должна чувствовать себя плохой, но при этом она все равно продолжала это чувствовать и очень корила себя за то, что когнитивная терапия не принесла ей успеха. She also had DBT, dialectical behavior therapy, but her defectiveness schema kept her from using assertiveness skills. Like our patient, she thought she didn't deserve to do anything good for herself. Она также прошла курс DBT, но ее схема дефективности мешала ей использовать те навыки, которые она изучила в ходе DBT, поскольку она считала, что она плохая и не заслуживает ничего хорошего. So to look at Julie in schema-therapy terms, the main schemas that were present, the first was defectiveness shame, not just the core belief that she was bad, but feelings of shame. And she had memories of her adoptive parents telling her that they wanted just to keep her sister and give her back to the orphanage, but the orphanage wouldn't take her back. И если говорить о ее ситуации словами схема-терапии, то у нее очень выражена схема дефективности стыда. При этом это не только понимание, когнитивное представление о том, что она плохая, но и ощущение того, что она чувствует стыд, и также воспоминания о том, как родители говорят, что они хотели бы оставить ее сестру, но отдать ее обратно в детский дом, но детский дом ее не захотел принимать. And emotional deprivation, the belief that there wasn't any nurture for her, a desperate feeling of need, and memories of being locked in the basement for 24-hour periods as punishment. Также у нее была очень выражена схема эмоциональной депривации и абсолютная убежденность внутри, что никто о ней не может и не хочет позаботиться, и также воспоминания о том, когда ее закрывали в подвале на 24 часа. As a result of some of these experiences, she also had a mistrust abuse schema. Ну и в результате такого травматического обращения с ней она также имела схему недоверия и жестокого обращения. All of these are in the disconnection, rejection schema group, the one most related to attachment. Ну и все эти схемы относятся к категории нарушения связи и нарушенной привязанности. So in terms of a schema conceptualization, Julie's childhood didn't provide her with the necessary experiences to learn that her needs were normal or that she deserved validation. Ну и, собственно говоря, если говорить о эмоциональных потребностях, то они в значительной степени не были удовлетворены в ее детстве, и не произошло очень важного осознания, что ее потребности нормальные и что она заслуживает любви, уважения и признания. So these schemas prevented her as an adult from getting her needs met, and the modes that were triggered led to unhealthy behavior interpersonally, as well as self-injury and suicide attempts. Ну и, собственно говоря, эти схемы мешали ей во взрослой жизни удовлетворять свои потребности. Те режимы, которые активизировались, способствовали нездоровому межличностному поведению, самоповреждению и суицидальным попыткам. In terms of the idea of schema maintenance, Julie blamed herself for the rapes, reinforcing her defectiveness shame schema that originated in early childhood. Ну, говоря о том, как схемы могут поддерживать себя сами, Джули обвиняла сама себя за то, что ее изнасиловали, и тем самым усиливая тем самым схему дефективности и стыда.
in general, she avoided interpersonal relationships, and this is the avoid and protector mode, and this maintained emotional deprivation. Она старалась избегать межличностных отношений, и это было ее копинговым режимом, что поддерживало схему эмоциональной депривации, убежденности в том, что никто не сможет ей помочь. Her need for love and validation weren't met. She's chronically depressed, unhappy, making suicide attempts. Ее потребности в любви и признании не удовлетворялись, она депрессивна, у нее множественные суицидальные попытки и самоповреждения. In terms of both her, the attraction of interpersonal relationships and warmth, but fear of it, after contacting me for months daily to get into the program, just after she was admitted, she wanted to leave. Ну и, например, интересная иллюстрация может быть, что она каждый день в течение нескольких месяцев звонила мне и пыталась уговорить меня, чтобы ее взяли в нашу программу, но как только она была зачислена, в тот же день она сказала, что она хочет покинуть ее. So the schema activation triggers modes that explain her behavior. Ну и, собственно говоря, активация схемы приводила к тому, что активизировались режимы, ну и, собственно говоря, это объясняло ее поведение. With the schema's defectiveness, shame, and abandonment, she had the abandoned child mode and was very fearful. The angry child mode, she had tantrums frequently. Her punitive critic led to self-injury. Her detached protector, she'd withdraw, become depressed, and that's when she'd make a suicide attempt. And her mode flipping led to a very chaotic emotional experience and the feeling that she was going crazy. В режиме покинутого ребенка она испытывала выраженный страх, взлом, вспышки гнева. В режиме наказывающего родителя она совершала самоповреждение. В отстраненном защитнике она испытывала депрессивные симптомы и осуществляла попытки суицида. И во время приключений режимов у нее возникало ощущение хаоса и того, что она сходит с ума. So as a schema therapist, these schemas and modes explain Julie's behavior. Ну и, собственно говоря, вот эти симптомы и понятия режимов объясняли то, что с ней происходит. So this slide is kind of a mode map that just looks at these different modes of Julie and their relationship to each other. Ну и на этом слайде вы видите так называемую как бы карту режимов, и, собственно говоря, которая объясняет то, что с ней происходило. So her pattern, however, of flipping these different modes started out with an attached protector. Ну, обычно весь этот паттерн начинался с того, что она находилась постоянно в отстраненном защитнике, находилась в отстранении. Her detached protector was, there's nothing wrong with me, you can just discharge me now. Она говорила, ну, со мной все в порядке, ну, просто как бы выпишите меня, отпустите меня домой. And as we got, there was a very little healthy adult mode in Julie. У нее такой небольшой был здоровый взрослый и небольшой хороший родитель. And a little bit of good parent mode with her little daughter. Then when you got through the detached protector, we found the vulnerable child and her fear of abandonment. Но как только через ее отстранение удавалось прорваться, то тут же мы видели уязвимого ребенка и ее страх, что ее бросят. But when her early needs for love and validation and constant love and validation weren't met, you'd see the angry child and she would, with her husband, rage at her husband. И если она чувствовала, что ее недостаточно любят и понимают, то у нее были дикие вспышки гнева, которые в основном проявлялись в отношениях с ее мужем. What we call the bully attack mode. If she felt hurt, she'd want to hurt people back. И если она чувствовала себя уязвленной, она начинала нападать, и мы это называем режимом агрессивного задира. But after that kind of behavior, her critic mode would take over and harshly criticize her and tell her how worthless she was. И после того, как она так себя вела, подключался карающий режим, который говорил ей о том, что так себя не ведут, и что она просто отвратительный человек, что позволяет себе такие вещи. And briefly she'd surrender to that and accept that she was just a bad person. И после этого она капитулировала, говорила, да, я просто ужасный человек. But that didn't keep the critic
satisfied for very long. Но эта критика не удовлетворяла, он продолжал на нее оказывать влияние. So to not feel all of this pain, she would flip to the impulsive child mode and take an overdose of medication. И чтобы не испытывать вот эту боль, она переключалась в режим импульсивного ребенка и начинала принимать хаотично таблетки, и в эти моменты случалась передозировка. And that temporarily reduced the pain. И временно это облегчало ее боль. But then the critic came back because she might have taken the overdose while she was caring for her child. А потом снова появлялся критик, потому что она могла принять таблетки в тот момент, когда она занималась с ребенком и была одна с ним. And then she would just go into a rather dissociative, detached state. И после этого она погружалась в состояния, которые были сродни диссоциации, то есть такого очень мощного отстранения. Now initially to Julie, this all didn't make any sense to her. She just felt crazy. И для нее вот эта модель поначалу вообще не имела никакого значения, она просто чувствовала себя сумасшедшей. But she came to understand this mode profile, and it was reassuring to begin with that there was a way to understand what she was experiencing. И для нее было важно, что в процессе психотерапевтической работы она поняла, что происходит. So another thing we do with patients is translate the problem they come in to get help with into schema-therapy terms. И одно из вещей, которые мы делаем в схемотерапии, это мы переводим проблемы в язык схемотерапии. So the problem she presented was repeated suicide attempts. А основная проблема, с которой она пришла, это постоянные повторяющиеся попытки суицида. И важной потребностью у нее было это знать, что у нее есть достоинство и привлекательной. Здесь в этой форме записывается, что она чувствует в разных режимах уязвимого ребенка, импульсивного ребенка. Также описывается, что происходит с ней, когда она подключает режим здорового взрослого, какие копинговые режимы. И здесь описываются стратегии какого-то более здорового поведения, и в процессе терапии вместе с терапевтом происходит заполнение вот этой карточки и, собственно говоря, стратегии управления дисфункциональными режимами. Then we also have a very concrete plan for change. Ну вот, да, собственно говоря, здесь вот видно, если на этой карточке было просто описание того, что происходит, то здесь какие конкретные шаги вы можете сделать для того, чтобы, да, сопротивляться вот этим режимам. Да, ну, например, я могу воспользоваться планом помощи, который получила терапевтом, я могу попросить помочь до того, как начну отчаиваться и так далее. Здесь описывается и в случае групповой терапии, как группа может помочь, и как она может использовать именно ресурсы группового процесса. И здесь описывается, как могут помочь терапевты. Да? Например, они могли бы замечать, когда я отстраняюсь, и аккуратно указывать мне на это во время групповой сессии или лично. And I think this illustrates that schema-therapy is also a very specific directive treatment, similar to other CBT models. Ну и я думаю, что из этой карточки вам становится видно, что схемотерапия достаточно конкретный и структурированный подход, направленный на решение конкретных проблем сходным образом с когнитивно-поведенческой терапией. To look a little further at some of the modes in Julie, the detached protector let her survive as an abused child. Ну и если еще раз проговорить о ее основных дисфункциональных режимах, то следует обратить внимание на режим отстраненного защитника. Он помогал ей выживать, когда она была маленьким ребенком. But when she detached as an adult, it didn't meet her need for safety and protection. For example, the acquaintance rapes that she experienced occurred because she would freeze in a sexual situation, and her freezing was seen as consent.
И при этом во взрослом состоянии этот режим не был для нее полезен, и так, например, ситуация насилия произошла в тот момент, когда она отстранилась и фактически замерла во время сексуального контакта с партнером, а партнер принял это за согласие, и, собственно говоря, в этот момент произошло насилие. So with the coping modes, we look with the patient at the pros and cons of decreasing the coping mode, at least in frequency and intensity, or keeping it. And as you can see with Julie and with other patients, there are significant disadvantages to the coping mode. И обычно мы вместе с пациентом обсуждаем, насколько данный копинг-режим ему полезен, в чем он мешает, составляем лист за и против. И как в случае с Джули, данный режим отстраненного защитника создавал ей гораздо больше проблем, чем приносил помощь во взрослом возрасте. But at the beginning of treatment, detaching or even dissociating when schemas were activated was just automatic. Но в начале терапии эта диссоциация, отстранение происходили просто автоматически. In terms of the abused child mode, an example for Julie, and again with mistrust, abuse, defectiveness, shame, punitiveness, in a session with me, in an individual session, she occasionally would just run to the corner and curl up in a fetal position. Что касается режима уязвимого ребенка, во время индивидуальных сессий с Джон периодически она вставала с стула и бежала в угол комнаты и ложилась в такую позицию ребенка, да, фетальную позицию. And she'd say, I was mad at her, I was going to hurt her. Она говорит, что вы, наверное, меня злитесь, вы, наверное, хотите меня наказать. And if I questioned her, she would get more extreme, more frightened. И если я задавала ей вопросы, она делалась все более и более запуганной. A client who wasn't punished and physically punished, but was left alone when they were too young to feel safe, or their early environment was unpredictable, might have the abandoned version of the vulnerable child instead. This is the abused version. Ну, в ее случае был именно пример того, как проявлялся режим ребенка, подвергшегося насилию, а ребенка, которого бросали, оставляли часто в раннем возрасте, может быть, как бы такая другая версия, да, когда человек чувствует себя брошенным, одиноким, покинутым. Julie's angry child mode, again, because her childhood need for love and validation wasn't met, and she had an emotional deprivation schema, she had a huge need for unconditional love from her husband. And when she didn't get this, her angry child mode was triggered. У нее была потребность безусловной любви, и она требовала ее бесконечно от своего мужа, и когда она не удовлетворялась, и периодически, конечно же, эта потребность не удовлетворялась, она превращалась в такого разгневанного ребенка. And in the angry child mode, she'd rage at him, threaten suicide. It was a vicious circle because he would withdraw then and was less likely to express love or validation because his detached protector mode got triggered. И в этот момент она начинала на него кричать, угрожать, и это зарождало порочный круг, потому что в этот момент он отстранялся, и в этом отстранении его способность дать ей любовь и поддержку была значительно меньше. Julie's a good example of the number of child modes that can be present. She also has the impulsive child mode, and there she had a lot of approval seeking, and when these schemas are activated, the impulsive child mode's triggered, and in that mode, before she was married, she would have sex with men she just met in order to feel connection and get approval. Ну и Джули хороший пример человека, у которого достаточно много детских режимов присутствует, и у нее также был режим импульсивного ребенка, когда ее эмоциональные потребности не удовлетворялись, и до того, как она вступила в брак, в этом режиме у нее были ситуации, когда она вступала в сексуальный контакт с малознакомыми мужчинами и делала это для того, чтобы почувствовать любовь и принятие. And as you can see, there's quite a bit of extreme behavior in Julie's case, and it's behavior that without something like the mode model to explain
it becomes quite difficult. And I think it's one of the reasons why, at least in the US, a lot of clinicians still don't want to treat people with borderline personality disorder. Ну и на примере Джулии вы видите, что в ее жизни очень много такого экстремального, хаотичного, дисфункционального поведения, которое на самом деле порой достаточно трудно объяснить, если ты смотришь на это с логической точки зрения. Именно отсутствие некого понимания клиницистами поведения этих пациентов, наверное, является одной из причин, почему в Соединенных Штатах до сих пор многие клиницисты не очень хотят работать с этой категорией людей. As a psychologist, I've spent about 25 years of my career focused on treating people with this disorder. So it's because I have a way to work with them and a way to understand them. And that makes them appealing to me rather than not appealing. Ну, как клинический психолог, я 25 лет своей карьеры потратила на то, чтобы работать с этими пациентами, научиться им помогать. И когда я их понимаю, то работа с этими клиентами для меня скорее является интересной и привлекательной, нежели отрицательной. And I'm never bored. И самое главное, что я никогда не скучаю. To just look at a few highlights of Julie's treatment, clearly, in terms of the therapy relationship, limited reparenting was very important to provide safety and connection and education about some of the rights and needs of children. Если говорить о терапии Джулии, то в ее случае большую роль играло ограниченное родительство и именно коррекция ее эмоционального опыта с помощью терапевтических отношений и образования ее в отношении прав детей. In terms of the other components of mode change work, in mode awareness, she became able to recognize the beginning of a mode reaction. Когда она научилась осознавать свои режимы, также она получила способность отлавливать тот момент, когда эти реакции в режимах наступали, только начинались. She also developed some compassion for the little child part of her that had had such difficult experiences in her childhood environment. Важной частью нашей работы было развитие у нее сострадания к ее собственному уязвимому ребенку, который прошел через такое количество сложностей и насилия в детстве. We also developed mode management plans for patients, particularly if their mode behavior is something like self-injury or a suicide attempt, where we help them look at what's the underlying need, how else could it be met, some healthier strategies to respond when she felt very sad or anxious. После того, как пациент научается лучше осознавать свои режимы, мы создаем так называемый аварийный план совладания с режимами, особенно что касается тех состояний, когда пациенты совершают суицидальные попытки, наносят самоповреждение и так далее. In terms of the experiential mode work, the more unique part of Schema-Terapy, in imagery rescripting, we went back to the scenes where she was told how unwanted she was, or locked in the basement, and instead we provided her an imagery with the experience of having her need met, so that she could form different core beliefs and messages about her worth, about other people, about the world. Ну и интересно будет продемонстрировать здесь пример рескриптинга, то есть мы отправлялись в ее воспоминания, когда родители угрожали ей тем, что отдадут ее обратно в детский дом или запирали ее в подвале, и мы переписывали воображение, то есть создавали образ того, когда родители не говорят ей это, а проявляют любовь, тепло, эмпатию, когда терапевт в роли хорошего родителя спасает ее из этого подвала и заботится о ней, и благодаря этому опыту в рескриптинге у нее появлялся коррегирующий опыт, который позволял ей изменить отношение к тому ужасному, что происходило в ее прошлом. We use something we call the good parent script, where we've identified the critic messages that patients have, and we then look at what they should have been told as a child and make tapes of this in the therapist's voice so that they begin
to internalize more of a self-soothing potential. Ну или, например, мы делаем такое упражнение «Сценарий хорошего родителя», когда мы идентифицируем те послания, которые она должна была слышать вместо тех ужасных, которые слышала на самом деле, записываем эти послания на аудиопленку, и записывает это терапевт своим голосом, и это позволяет ей прослушивать эти вещи регулярно и также менять свои убеждения в отношении того, что она заслуживает. We also develop soothing activities for them to use when they're in the vulnerable child mode, with the idea that if they weren't soothed as children, it's difficult to evoke any self-soothing. So we're trying to give them the experience so that then they're able to provide it for themselves when needed. Мы также обучали ее навыкам утешать себя, и это основывается на том, что если ее никогда не утешали в детстве, то, скорее всего, ей трудно утешать себя в сложных ситуациях, будучи взрослым человеком. И мы учили, как это делать, и Джули тренировалась это делать самостоятельно. Trying to look at what we might need to skip. Мы сейчас смотрим, что нам пропустить с учетом ограничения времени. Сколько у нас времени? 50. Наверное, мы сейчас несколько слов просто скажем о исследованиях, которые есть в отношении схема-терапии. Я сейчас их буду говорить. So actually, Julie did get better. Но если сказать о результатах терапии Джулии, ей стало лучше. Maybe we talk a few words about this modes for other personality disorders. Okay. A number of research studies done in the Netherlands have, using the schema mode inventory, have found in the various personality disorders the kind of child coping, and here they're called parent modes, and a deficit in healthy adult that we would predict from schema-therapy theory. И поскольку схема-терапия начала свое развитие с именно пограничного расстройства личности, но, естественно, на этом никто не захотел останавливаться, и с помощью опросника, который оценивал режимы, было проведено большое исследование в Нидерландах по созданию, скажем так, модели режимов для лиц с разными расстройствами личности: избегающее расстройство личности, зависимое расстройство личности, пограничное расстройство личности, где разные режимы в большей или меньшей степени, было выявлено, что разные режимы в большей или меньшей степени в тех или иных комбинациях характерны для тех или иных расстройств личности. So here, without going over them, you see the modes that were found in avoidant personality disorder, dependent personality disorder, compared to borderline personality disorder. Ну и здесь мы сейчас, конечно, в подробности не будем вдаваться, но вы видите, что у пациентов с избегающим и зависимым расстройством личности режимы чуть-чуть отличаются от, например, тех режимов, которые типичны для пациентов с пограничным расстройством личности. And then in the next slide, you again see borderline personality disorder compared to narcissistic personality disorder and paranoid personality disorder. Ну и здесь вы видите разницу между режимами пациентов с пограничным расстройством личности, нарциссическим расстройством личности и параноидным расстройством личности. And of note, with narcissistic PD, you have the self-aggrandizer. Ну и вы знаете, что у пациентов с нарциссическим расстройством личности очень выражен режим самовозвеличивателя. One of the overcompensating modes that you don't see in borderline or avoidant. И это очень такой выраженный копинговый режим, который вы, естественно, не видите у пациентов с пограничным расстройством личности или у пациентов с избегающим или зависимым расстройством личности. And the patients in these studies with narcissistic PD also reported quite a large healthy adult mode
but we're not entirely sure, since it's a self-report measure, about how accurate their report is. И интересно сказать, что пациенты с нарциссическим расстройством личности показали в исследованиях результаты большой выраженности здорового взрослого, и мы, честно говоря, не уверены, насколько это так, потому что исследования были сделаны на основании самоотчетов и требуют перепроверки. And just for a quick minute to try to go back to, I won't try to go back to Julie. Anyway, something very useful is that we see Schema-Terapy as being transdiagnostic, since we work by mode, not by symptom. И важно отметить то, что схема-терапия, как вы видите, в том числе и из этого слайда, является трансдиагностическим подходом. То есть мы работаем скорее с моделью режимов, нежели с диагнозами или симптомами. So as my brother, who's also a clinical psychologist and professor, would say, these are all great ideas, but what about the research? Как говорит мой брат, который тоже является клиническим психологом и очень много занимается исследованием, это, конечно, все прекрасно, но что касается каких-то доказательств, есть ли у вас какие-то доказательства того, что это работает? Okay, so in summary, for borderline personality disorder, looking at decreased severity of borderline symptoms, there are 6 studies. Что касается исследований в отношении пациентов с пограничным расстройством личности, оценивающие снижение симптомов, в настоящий момент есть 6 исследований, 5 амбулаторных, 1 стационарное. И здесь вы видите какие-то особенности, да, 3 исследования это индивидуальная терапия, 3 исследования были подтверждены групповой терапией, 3 из этих исследований были ранdomизированные контролируемые исследования, и величина эффекта, обобщенная по всем исследованиям, 2,48, то есть достаточно высокий эффект эффективности схемотерапии. And that effect size is about twice the effect size of other borderline treatments. И это почти в 2 раза больше, чем многие другие терапии, которые разработаны для лечения ПРЛ. And this lovely slide I borrowed from Arno Arns, who has looked within the 95% confidence interval of the various studies that were just reported. Собственно говоря, вот эти 6 исследований, и вот величина эффекта, вы видите, она отличается немножко в разных исследованиях, но в любом случае для всех из них она больше 2. Обобщенный 2,48, очень просто. So some highlights of these studies. The first was in 2006 done in the Netherlands, and it was an individual schema-therapy trial, a randomized controlled trial. Первое большое рандомизированное контролируемое исследование было проведено в Нидерландах в 2006 году и сравнивало схемотерапию и терапию, сфокусированную на переносе. And this graph looks at the severity of the borderline personality disorder severity index interview per year. И этот график отражает выраженность по баллам тяжести симптомов при ПРЛ за год наблюдения. With the 1-year follow-up, and this is comparing schema-therapy in the white to transference-focused psychotherapy in the red. И вы видите, что при схемотерапии интенсивность симптомов снижалась более выраженно, чем при терапии, сфокусированной на переносе, которая относится к психоаналитическим видам терапии. And as you can see, the difference was statistically significant. И разница была статистически достоверна. The next study in the Netherlands looked at whether you could implement individual schema-therapy in ordinary community care, regular health care. Одно исследование также было проведено в Нидерландах. Они смотрели, насколько схемотерапию можно применить в такую службу, как бы социальной медицинской помощи. Now the first study in 2006 looked at 3 years of individual schema-therapy. This implementation study, patients had half the sessions of the first trial, over 3 years. И, как правило, пациенты получали схемотерапию в течение 3 лет. And they demonstrated similar effects
they tested something very important that is probably why schema-therapy is spreading and can continue. Originally, it was thought in schema-therapy by Jeff Young that therapists had to provide 24-hour availability to patients. И очень важные результаты были получены в результате этого исследования, которые, наверное, сильно способствуют тому, что схема-терапия распространяется. Изначально Джеффри Янг был уверен, что для того, чтобы схема-терапия была эффективной, терапевт должен быть доступен 24 часа в сутки для пациента по телефону. Now, Jeff works in private practice in Manhattan. Джеффри работает в частной практике в Манхэттене. For most of the rest of us working in more ordinary hospital or clinic circumstances, 24-hour availability is certainly something I wouldn't be willing to do. Но для большинства из нас, кто работает в более таких приближенных к реальности условиях, это немножко слишком, и многие из нас не готовы быть доступными для наших пациентов в течение 24 часов в сутки. So the very practical Dutch decided they would, in this study, have random assignment to either 24-hour phone coverage or normal availability of therapy. Ну и, собственно говоря, практичные голландцы проверили, и у них были две группы, те, которые были доступны 24 часа, и те, которые были доступны время от времени, как все нормальные люди. And fortunately for schema-therapy, they found no difference. И, к большому счастью, их исследование показало, что разницы в эффективности нет. The next study is the randomized controlled trial of group schema-therapy that we did, where, to test a new treatment, we were adding 30 sessions of group schema-therapy to treatment as usual. Следующее исследование эффективности групповой схемотерапии, которое мы проводили с пациентами. And we didn't have any contact with patients outside of the group. They had different individual therapists, not schema therapy. И они получали 30 сессий групповой терапии, больше, кроме этих сессий, мы с пациентами не контактировали, но у них также была индивидуальная терапия, которая была не схемотерапия с какими-то другими терапевтами. And surprisingly, we had 100% retention in the treatment group. И наша группа, никто не вылетел из этой группы, она полностью была сохранна. The typical rate reported for BPD is 50%. Обычно 50% дропаута, 50% вылетает. And as you can see, we looked at two measures of borderline symptoms. The DIB was a structured interview, the BSI is a self-report measure. Ну и вы видите, здесь мы использовали разные критерии оценки, специфические для пациентов с ПРЛ и в целом, SL90 и общий уровень функционирования. And the red lines are the treatment as usual only, the blue lines are the group added to treatment as usual. И красное это обычное лечение, а голубое это обычное лечение плюс групповая терапия. And we also looked at some global measures of functioning, the SCL90 and GAF scores, and here you have those. Again, the red is treatment as usual, the blue. И также мы оценивали общее функционирование с симптомом с SL90, да, оценка симптомов и также голубой схемотерапия, красный обычное лечение. And with the GAF scores, you want them to increase. Да, и общий уровень функционирования, это хорошо, если общий уровень функционирования повышается, и повышался больше тех, кто был в групповой схемотерапии. And our results were quite good, and people wondered if they could be replicated. Наши результаты были достаточно хороши, люди думали, интересно, можно ли их повторить. Fortunately, the Dutch did a pilot replication before we started the big international trial, and they did find that they also could get a huge reduction in borderline symptoms and an increase in happiness. И голландцы повторили это исследование и также увидели хорошее снижение симптомов и, что интересно, повышение уровня счастья. I'm going to skim over this one, but it's our inpatient results were also. Некоторые слайды сейчас пропустим в силу времени. But that's a pilot study. I'm going to skip for now the forensic patients too. Я немножко пропущу сейчас результаты использования схемотерапии в тюремной популяции.
because a study that got a lot of attention in the U.S., because it was published in the American Journal of Psychiatry, was Schema-Therapy for cluster C, paranoid, histrionic, and narcissistic. Интересное исследование, которое привлекло много внимания, это схемотерапия для кластера C, параноидное, истерическое, нарциссическое расстройство личности. And this was Schema-Therapy versus treatment as usual versus conversational psychotherapy, which isn't very well known in the U.S. It comes from Australia. И сравнивали схемотерапию, лечение как обычно, и разговорную психотерапию. В США мы тоже не очень о ней знаем. Это какой-то вид психотерапии, который пришел из Австралии. There were 12 centers, 320 patients. 12 центров, 320 пациентов. And again, this was less treatment than the original 2006 borderline study. Over a 3-year study period, they had in Schema-Therapy 40 sessions year 1 and then booster sessions. Активное лечение было в первый год, а последующие 2 года были 10 вспомогательных сессий. And to look at the results, one of the main results was a real difference in dropout percentage И by результаты treatment. показали очень большую разницу в уровне дропаутов, то есть пациентов, которые прерывают терапию преждевременно. So treatment as usual didn't do too well. Обычное лечение много, видите, пациентов прерывают 45%. Conversational psychotherapy did better, Ну, разговорной терапии так получше, and Schema-Therapy even better. схемотерапия еще лучше. And then the percentage of patients recovered from personality disorder, no longer meeting criteria, at 3 years. И процент пациентов, которые через 3 года уже не соответствовали критериям расстройства личности, здесь вы видите. So you see the percentages of patients, and then it was statistically significant. Максимальный процент был при схемотерапии, и эта разница с остальными видами терапии была статистически достоверна. Also, the social and occupational functioning scale results are given here, and you can see the differences in effect size for Schema-Therapy, conversational, and treatment issues. И здесь вы видите, что уровень социальной активности и профессиональной занятости также повысился в схемотерапии в большей степени, чем при других видах терапии. And this difference was also statistically significant. И разница была статистически достоверна. There's also a study going on of group Schema-Therapy versus CBT for cluster C, and it's an adaptation of our model with only 30 sessions, the same as our original trial. Сейчас идет исследование эффективности групповой схемотерапии по сравнению с КБТ для пациентов кластера C. And the only result so far is, again, the retention rate, which was, as you can see, much higher in the dropout rate, which was much lower in the Schema-Therapy. Ну и пока мы только одни результаты видим, что схемотерапию покидает меньше пациентов, чем когнитивно-поведенческую. There are also a lot of new developments going on around the world. И много новых разработок схемотерапии в мире сейчас происходит. There's the large trial I told you about of group Schema-Therapy. There's one of group Schema-Therapy for complex trauma in Australia, for chronic depression in Greece, for mixed PD in Hungary. And then in the Netherlands, that's group Schema-Therapy. Individual Schema-Therapy, we have a study for dissociative identity disorder going on in the Netherlands, traumatized psychotic patients in the UK, and a computerized Schema-Therapy self-help plan in Germany. Изучается схемотерапия для комплексной травмы, хронической депрессии, смешанных расстройств личности, диссоциативного расстройства идентичности, травмированных психотических пациентов и изучение компьютеризированной поддержки при схемотерапии с помощью самопомощи. So in conclusion,
Some conclusions from the research are that schema-therapy is highly effective in reducing symptoms, improving functioning and quality of life, and retaining patients in treatment for various personality disorders. То есть сейчас мы можем сказать, что схема-терапия снижает симптомы, улучшает функционирование, способствует большей приверженности пациентов с различными расстройствами личности. The Dutch also did cost-effectiveness studies and found it to be a highly cost-effective treatment on a societal level. Голландцы также посчитали экономическую эффективность и выявили, что схемотерапия достаточно экономически эффективна для общества. And schema-therapy is effective when implemented in regular health care. И очень хорошо работает, когда она включена в медицинскую систему. And group schema-therapy is a promising modality to meet service needs. И групповая схемотерапия очень перспективный способ с учетом того, что схемотерапевтов и психологов мало, а людей, нуждающихся в помощи, много. Meaning that in the US, for example, there are more borderline patients than therapists to treat them, and so putting them in groups is one way to provide treatment. And as I mentioned, our outpatient clinic that has 150 borderline patients is an indicator of the incidence. Индикаторы высокой распространенности в нашей клинике 140 пациентов с ПРЛ наблюдаются, и таких клиник на самом деле не так много, а распространенность очень высока. Well, that was almost the conclusion. Это было фактически завершение. Also to look at what makes schema-therapy so effective. The mode model provides a metacognitive understanding in user-friendly language. Почему схемотерапия эффективна? Ну, во-первых, она использует язык, который понятен для наших пациентов. It provides the needed processing of both traumatic and childhood experiences. В схемотерапии возникает возможность для проработки травматического опыта и каких-то сложных ситуаций, которые были в детстве. And the therapy relationship of limited reparenting provides important corrective emotional experiences. И терапевтические отношения, ограниченное родительство обеспечивают очень важный эмоционально корректирующий опыт, как отдельная интервенция. We also include cognitive interventions that I think anchor the experiential. Кроме того, мы активно используем когнитивные и поведенческие интервенции, которые помогают закрепить экспериенциальные интервенции. And there's behavioral pattern-breaking interventions later on in treatment that push for social involvement and healthy relationships. И поведенческие техники позволяют сделать человека более адаптивным и включенным в социальную реальность отношения. Training is important for this model that's somewhat more complex than CBT. Тренинг в этом направлении существует, и есть определенные стандарты, которые во всех странах происходят по утвержденным стандартам, и стандарты утверждены международным сообществом схемотерапии. And an international certification in schema-therapy exists that's controlled by the International Society of Schema-Therapy. То есть существует международная сертификация, которая контролируется, собственно говоря, международным обществом схемотерапии. And this requires training hours, supervision, practice hours, and ratings of recorded patient sessions. И для того, чтобы быть сертифицированным, нужно сколько-то пройти обучение теории, практики, супервизии и работы над самим собой, и также оценку вашей работы, которую вы записываете на видео, независимым рейтером. And as the director of training and certification for the society, I'm very happy to say that you just recently now have a Moscow Schema-Therapy Institute. И я хочу сказать, что совсем недавно у вас открылся в Москве институт схемотерапии, directed by Alexandra Yeltsinskaya and Natalia Gagel. Который руководит Александра Елтонская и Наталья Гегель. And we have a St. Petersburg Schema-Therapy Institute also. И у нас есть такой же институт в Санкт-Петербурге. And the first
official training of the Moscow Schema-Therapy Institute is occurring this weekend. И первый официальный тренинг Московского института схемотерапии состоится в эти выходные. Называется он «Преодоление терапевтических тупиков с помощью схемотерапии». И вести его будет Джон и Айда. И если у вас возник интерес к этому методу, вы можете либо написать нам email, либо посмотреть сайт Московского института схемотерапии. Там вообще написано о том, что мы делаем, о методе, есть некоторые материалы. Ну, вообще мы будем стараться максимально наполнять этот сайт и делать его интересным для вас, и развивать это направление в Москве и в России тоже. So I'd like to thank you for your attention during this rather dense presentation in 2 languages. Я хочу вас поблагодарить за ваше очень высокое внимание во время этой очень такой сконцентрированной презентации на 2 языках, которая состоялась. Я не знаю, есть ли у нас время для вопросов или нет. Ну, может быть, если есть 1-2 вопроса, чтобы слишком долго не задерживаться. Что, нет вопросов? О, есть вопрос, пожалуйста. One question. Только громко говорите, пожалуйста. Простите, такой вопрос. А формирование такой плотной связи с пациентом не приведет ли в дальнейшем, что он не сможет самостоятельно выйти в ситуации терапии? The question is, все услышали вопрос? The question is, if we form such a tight relationship with the patient, will not be resulted in the fact that the patient will not be able to act independently in the future? A very good question, and one that gets asked. What's important is initially, because we want to bond and provide some secure attachment that was missing in childhood environments, there is some dependency in the beginning, but the focus is always on autonomy. So you need to go through stages where the responsibility maybe and the activity of the therapist phases out and the patient takes on more independence. And that's something that we're always paying attention to. But what we found, for example, in contrast to dialectical behavior therapy, there's the assumption with borderline patients that they have a healthy adult. And what we actually find is, and it showed in the research using the mode inventory, they don't have much healthy adult when it comes to the area of relationship and emotion. So we need to help form that adult who then we will support becoming more independent. So there's always attention to that. Ну, то есть основная идея заключается в том, что так же, как когда дети взрослеют, для них очень важна очень плотная привязанность, и по мере их взросления дистанция между ребенком и родителем становится все больше, и становится все больше автономии. При этом похожие процессы происходят в процессе схемотерапии, да, то есть сначала для того, чтобы восполнить дефициты, происходит некая связь, такая, может быть, даже зависимость от терапевта, но мы все время держим в голове, что мы хотим, чтобы в результате этой привязанности у человека сформировалась автономия, и он смог функционировать независимо от нас. И для того, чтобы режим здорового взрослого сформировался, на начальных этапах вот этот плотный контакт, да, вот эта связь, она является очень важной, так же, как очень важен контакт и привязанность мамы и ребенка в процессе его взросления, развития. There's a good example in imagery rescripting where initially you're activating a memory of a childhood experience, say, where safety, the need for safety wasn't met. And initially the therapist goes into the image representing a good parent to protect the child. As you go through different stages of the rescripting, it's the therapist and the patient going in
to provide safety for the child, and ultimately the patient going in with their healthy adult to be able to provide safety when they're in this child mode. Ну, например, интересным примером может быть, когда мы делаем дескриптинг и обращаемся к каким-то травматическим детским ситуациям. Сначала терапевт заходит в эту ситуацию в роли хорошего родителя и действует таким правильным образом в отношении пациента. На серединной фазе терапии терапевт и пациент вместе это делают, а на завершающих стадиях терапии сам пациент в образе своего здорового взрослого или хорошего родителя оказывает помощь своему внутреннему ребенку. Тем самым мы развиваем автономию. Да, давайте вот еще два вопроса, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, схема-терапии ведется работа с больными шизофренией? It's just beginning. There's a study going on in the UK. Только начинается, сейчас только началось исследование в Великобритании. Пока мы ничего об этом не знаем. I have treated one patient with schizophrenia with Schema-Terapy, and he was someone where there was significant early childhood trauma. Я лечила одного пациента с шизофренией, но в его случае у него было много травматического опыта в его детстве. And his more active symptoms were controlled with medication, but there was still this residual impairment functioning that I think went back to that trauma. И большая часть симптомов контролировалась с помощью медикаментов, но часть была связана с его травматическим опытом. Пожалуйста. Thank you very much for very interesting lecture. Мой вопрос я задам. Достаточно, например, схемы Джулии достаточно много режимов и сложные переключения. Вот как терапевт распутывает этот клубок, то есть вот какие, может, методы он использует, сколько это обычно занимает по времени? So in the example of Julie, there are a lot of modes, and it's almost like a knot with very complicated, and almost needs to discover what is starts where. So how do therapies kind of unfold this very complicated system? Maybe there is special methods for this. Yeah, another very good question. Basically, it goes to the goals of Schema-Therapy. First, you have to be able to get through the coping mode, because otherwise you don't really see any of the real emotion. And so once there's enough safety and connection with the therapist and you can get through the coping mode, then you start to see the emotion, the vulnerable child. Ну, да, безусловно, есть стратегии, которые, собственно говоря, терапевты обучаются в ходе тренинга, но основная идея заключается в том, что сначала мы продираемся через копинговые режимы, потому что сквозь них не видно эмоций. Когда мы через них продрались, мы видим эмоции и детские режимы. And then once you start to be able to work with the vulnerable child mode, typically this critic mode, they flip to a critic mode because they haven't learned that they have a right to have needs, emotional needs. Ну и обычно, когда мы увидели детские режимы, уязвимые режимы и начали с ними работать, тут же и родительские, и критикующие режимы не заставляют себя долго ждать, мы их начинаем видеть и работать с ними. So we're working with the needs, and like initially my patients who we were trying to work with their needs, and we even brought the word up. They got very anxious and didn't want to talk about that because they'd learned as children that they were greedy and that their needs were wrong. Ну и мы все время фокусируемся на эмоциональных потребностях и стараемся, ну, скажем так, дать информацию о том, что их эмоциональные потребности, они нормальные, потому что часто пациенты об этом даже не знают. То есть они считают, что хотеть чего-то это плохо, или получать удовольствие, или иметь наглость хотеть быть счастливым, это тоже плохо. So then we have to start kind of fighting the critic mode, and some of that we do with education, just about developmental psychology, about the normal needs of childhood. We use the United Nations paper on the rights of children, and again we're trying to fight against this unhealthy critic and diminish its control over their behavior. And
so we're going back and forth between if a critic mode pops up, we're going to deal with that. If the coping mode interferes with contact, we're going to do things to get through that. And all along, we're building the healthy adult mode and trying to find their happy child. Ну и дальше мы боремся с критикующими режимами, и, собственно говоря, дальше то, что происходит, фактически пациент пришел, и какой-то режим появляется первым, да, может быть копинговый, может быть критикующий, может быть детский, и мы, ну, фактически, какой появился, с тем мы работаем, параллельно имея цель развивать здорового взрослого и желательно счастливого ребенка. То есть, вот, ну, скажем так, базовые стратегии таковы. So there is that kind of structure. I'm thinking of myself as a schema-therapist. I'm always doing one of these 5 things as a goal, and then I can pull from all the different interventions. And one of the things we're focusing on in the seminar this weekend is that question of where's the patient stuck, what's the mode, and then what is the best intervention to use. Ну, например, в семинаре, который будет в этих выходных, мы будем фокусировать внимание на том, что если вы вошли в тупик, то важно понять, где мы застряли, в каком режиме, и, собственно говоря, что делать, да, как вот справляться с этим и как, ну, продвинуть терапию дальше. Да, пожалуйста. А вот Джоан выделила пограничное расстройство личности как очень сложного клиента. А вот как DBT и схема-терапия, то есть это вопрос приоритета психотерапевта или есть какая-то разница? What is the difference in treatment efficacy and treatment efficacy between schema-therapy and dialectical behavior therapy? Or it's just a therapist preference because we know that both are effective at work with borderline personalities? Both are effective, but they're differentially effective. One of the things that seems to happen, there are patients who can make good use of DBT, but for example, the inpatient studies in Germany found that 50% of the patients could benefit from straight DBT. We got failures in DBT often, the patients who didn't respond. And whether that's because there's more trauma, there's less healthy adult available, it's hard to say. I think for myself, I started out trying just to teach patients skills. And I did early on with Linehan some of the training, but skills, it wasn't enough. So people are kind of looking at how if you can teach skills and that has some effectiveness, great, and then you might run into some more deeper level issues that something like schema-therapy would be important for. I think schema-therapy kind of comes first because in my experience, we had to nudge those schemas that I'm bad and deserve punishment before we could actually get them to use skills. Because we got failures from DBT and other treatments, our patients, after some schema-therapy, some of them would say, oh, okay, now I can use some of those skills they were trying to teach me. So we don't know which treatment is the best for a given patient. We are always trying to figure out what works for whom, and we don't have the answer. For me, I'm convinced that there's better effectiveness with schema-therapy, and to me, there's growing evidence that imagery rescripting is a particularly powerful intervention. So I think adding the experiential is critical. And the fact that our effect sizes are twice what DBTs are, to me, is support for that idea. Ну, действительно, и схема-терапия, и диалектико-поведенческая терапия – это методы, которые доказали свою эффективность в лечении пациентов с пограничным расстройством личности.
но их эффект немножко, ну, скажем так, в разном, да, DBT очень хорош для предотвращения самоповреждения, суицидальных попыток, и многие пациенты действительно, ну, очень много пользы получают от DBT, но при этом в схемотерапию часто приходят те пациенты, которые не получили достаточного эффекта в диалектико-поведенческой терапии. Мы не знаем сейчас почему. Может быть, у этих пациентов больше объем травмы, которые нужно прорабатывать. Да, ряд пациентов, которые получают навыки, да, они не могут их использовать. И, например, Джоан начинала свою работу с обучения пациентов навыков, но для ряда людей это не работало. Для кого-то это работает очень хорошо. Например, в Германии было проведено исследование больничное в больницах для пациентов с ПРЛ, и там примерно 50% было неуспеха у DBT. То есть на сегодняшний день мы не знаем до конца, почему один метод работает лучше, другой хуже. Все больше появляется сведений, что рескриптинг — это очень сильная техника, которая позволяет справляться с травматизацией. Лично Джоан, она считает, что схемотерапия, ну, скажем так, глубже и в большей степени позволяет проработать травматический опыт, хотя очевидно, что навыки эмоциональной регуляции играют очень важную роль для пациентов с ПРЛ, и в этом плане DBT, ну, является, конечно, тоже очень важным методом. И в свое время они делали достаточно много тренингов вместе с институтом Ли в США. I think the only other thing I would say too is DBT was intended as a treatment for suicidal and parasuicidal behavior. So it's more focused on symptom reduction, and Schema-Therapy is focused on symptom reduction but quality of life also. Ну и, наверное, важно, что DBT это больше для снижения симптомов суицидальности и самоповреждения, а схемотерапия больше фокусируется на качестве жизни. In the US, DBT had the best marketing campaign of any treatment, and it was everywhere maybe 15 years ago, but now it's not as present, because again, it was meant as a limited treatment. В США DBT очень популярно, в основном за счет очень активного маркетинга, особенно лет 15 назад. Сейчас немножко более сбалансированная картина, вот, поэтому, ну, разные, скажем так, мишени. Давайте последний вопрос. I'm sorry, could we use a schema-therapy for an adult without any significant early traumatic experience? Ага, я тогда переведу вас на русский язык. Вопрос заключается в том, можем ли мы использовать схемотерапию для взрослых без какого-то выраженного травматического опыта. Верно, да? Well, by definition, Jeff Young's definition of trauma is not having the basic needs, emotional needs of childhood met. And so if we look, for example, at schema therapists in training and in supervision, almost always part of the work is to work with our own schemas and modes. So it's helpful for healthier people as well as people with personality disorders. Our most recent book is called Experiencing Schema Therapy from the Inside Out, and it's a self-practice, self-reflection workbook for therapists. So I would say, speaking personally, that it can be helpful in terms of just improving functioning for anyone. Ну да, отвечая на ваш вопрос, Джеффри Янг дал определение психической травмы. Это психическая травма происходит тогда, когда не удовлетворяются базовые детские эмоциональные потребности. И если мы обратимся к тренингу специалистов, да, когда люди становятся схемотерапевтами, в основном это специалисты, в целом здоровые люди, мы очень большое внимание уделяем доработке собственных схем и режимов, и многие терапевты считают, что это очень важная работа, и это является показателем того, что все мы имеем схемы, режимы, и
понимать и уметь работать с этим является полезным для каждого из нас. И вот буквально недавно Джоан и Найда выпустили книжку, которая называется «Схема-терапия. Шиворот на выворот». И, собственно говоря, в ней предложены инструменты для самопомощи и саморефлексии и работы со своими режимами и схемами специалистов в сфере психического здоровья. Потому что, конечно, когда мы работаем со сложной популяцией пациентов, очень много сильных и сложных эмоций задействуется, и схемотерапия даже в отношении здоровых людей позволяет повысить качество жизни и сделать человека более эмоционально устойчивым. Okay, so I think we finished. Спасибо, Саша, за безупречный перевод. И спасибо, Айда, за такую... Ой, спасибо, Джоан, sorry very much, за такую безупречную и очень щедрую лекцию. Wonderful therapy. Thank you for very generous and wonderful lecture. И я еще очень благодарна, Джоан, потому что что вы в наших стенах, потому что когда вы с Айзой работаете, это, понимаете, это зажигает такой любовью к делу, таким интересом к профессии и таким небезразличием к людям, что я думаю, всем нам очень полезно просто иногда на вас посмотреть. So it's wonderful to see when you and I work, because when you look at it, you see how passionate you are about what you're doing, about love, patient, that just to see you and your work is time to time is extremely important and start to feel the same. Вы великолепная ролевая модель для всех нас. So you're a wonderful role model for everybody. Thank you.